Все началось с одной фотографии, случайно опубликованной на форуме для любителей мистики. Мариан из Тусона заметила, что у нее на левой лопатке расположена родинка идеальной формы в виде причудливого знака, напоминающего перевернутую запятую с маленькой точкой у основания. Спустя всего несколько часов пост собрал десятки комментариев, в которых незнакомые друг другу люди делились почти идентичными фотографиями своих родинок в том же месте и с такими же деталями на коже. Комментарии сыпались со всех концов Соединенных Штатов. Кто-то был из Вермонта, кто-то из Калифорнии. Нашелся парень даже из маленького городка в Монтане. Одна девушка по имени Рэйчел выложила снимок. Родинка в точности повторяла контуры, которые показала Мариан. К утру таких совпадений было больше 20. Джеймс из Бостона написал, что его мать всю жизнь считала эту отметину родовым признаком, однако ни у нее, ни у других родственников ничего подобного не было. Кейт из Солт-Лейк-Сити вспоминала. «С этой родинкой я родилась. Мама говорила, что все детство она наблюдала за ней, но ни разу не видела ничего похожего ни у знакомых, ни у членов семьи». Фото продолжали появляться ежедневно. Владельцы метки обменивались подробностями: цвет, форма, точное расположение. У каждого родинка находилась на левой лопатке чуть ниже ключицы, размер совпадал, чуть больше 1/3 дюйма, цвет коричнево-розовый, вокруг было еле заметное светлое пятно. Никто из участников обсуждения раньше не встречал друг друга, никто не был родственником, они искали и не находили ни одной общей фамилии или совпадения по родословной. Среди новых совпадений выделялся Джейсон из Сиэтла. Он заметил, что у него родинка появилась в возрасте 5 лет, а не с рождения, как у большинства. Но форма совпала точь-в-точь, как будто по лекалу. Даже расстояние от родинки до шва на плече рубашки оказалось практически одинаковым у всех, кто участвовал в обсуждении. Одна из участниц, Сьюзен, рассказала удивительную деталь. Она с детства пыталась замазать отметину тональным кремом, потому что считала ее странной. Спустя 30 лет она впервые увидела такую же родинку у совершенно незнакомого ей человека в общественном бассейне, тогда и начался ее личный поиск похожих случаев. Людей с аналогичной меткой обнаружили даже среди совершенно разных возрастных групп. Самой младшей оказалась девочка 7 лет по имени Софи, а старшей — женщина 72 лет, работавшая библиотекарем в Огайо. Независимо от пола, месту жительства или цвета кожи, все обладатели родинки могли показать почти идентичное расположение и внешние признаки. Переписка быстро превратилась в отдельную группу, где люди пытались вычислить, что же за тайна объединяет их. Один из участников решил обратиться к профессионалу, дерматологу, чтобы получить медицинское объяснение такому совпадению. Врач был поражен, когда увидел снимки. «Я за всю практику не встречал такого точного повторения у стольких несвязанных между собой людей», — признался он. Его коллега предположил, что родинки могут быть каким-то образом связаны с особенностями внутриутробного развития, но даже такие гипотезы не объясняли ни форму, ни точное место на теле. Дальше начались попытки выяснить, есть ли что-то еще, кроме внешнего признака. Один из пользователей, Питер, заметил: «Когда смотрю на эту родинку, чувствую странное покалывание, как будто кто-то касается меня пальцем». Сразу несколько участников ответили, что испытывали то же самое чувство. Появились догадки, что совпадение может быть не только на уровне кожи, а связано с чем-то более глубоким, чем просто генетика или случайность. Однажды в группе написала женщина, утверждая, что у ее сына есть точно такая же родинка, и у его лучшего друга тоже. Дети познакомились случайно, но сами удивились, как быстро стали неразлучны. Родители отмечали необычную схожесть не только внешне, но и в привычках, даже в походке. Это стало новым поводом для обсуждения. Возможно, есть еще незамеченные детали, которые связывают владельцев этих знаков. Пока обсуждение набирало обороты, кто-то вспомнил случай из местной газеты начала 2000-х годов. Там рассказывалось о школьнике, нашедшем у себя и своих одноклассников одинаковые родинки. Тогда случай посчитали безобидной шуткой и быстро забыли. Но сейчас, когда подтвержденных совпадений стало больше 40, никто больше не считал это простым совпадением. Тем временем участники группы начали замечать новые странности за собой, связанные не только с внешними признаками. И эти события оказались куда более неожиданными. Все началось незаметно. Один из участников группы, парень по имени Крис из Далласа, написал забавное сообщение, словно даже не придавая значения своим словам. «Странно, но уже 2-й месяц мне снится один и тот же сон. Я стою в длинном белом коридоре, слышу тихий шум, а в самом конце кто-то зовет по имени.
Всегда просыпаюсь, когда подхожу к двери с цифрой 18. Спустя несколько минут в комментариях появилось сразу 3 отклика. Марта из Спокана призналась, что буквально на прошлой неделе видела во сне похожий коридор, только вместо двери у нее была арка, а фамилия на табличке почему-то совпала с ее девичьей. Дальше больше. Один за другим участники обсуждения начали делиться своими воспоминаниями о снах. У каждого был коридор, белый свет, странное чувство тревоги и четко ощутимое присутствие кого-то невидимого, кто зовет по имени. Питер, тот самый мужчина, который раньше жаловался на ощущение покалывания возле родинки, уточнил: «Во сне я всегда прохожу по коридору босиком. Пол холодный, лампы на потолке мигают, а когда я добираюсь до двери, рука замирает у ручки, я не решаюсь открыть и сразу просыпаюсь». Десятки других отметили, что сны сопровождаются одинаковыми деталями: запах свежей краски, низкий гул, иногда даже слышен детский смех или далекий звонок. София, самая младшая участница группы, рассказала, что ей приходилось видеть этот сон не меньше 5 раз за месяц, и каждый раз она просыпалась с сильным сердцебиением. В обсуждениях находились даже более поразительные совпадения. Взрослые и дети, которые никогда не встречались, начинали описывать детали, которые раньше казались им абсолютно личными. Рэйчел добавила, что после увиденного во сне коридора целый день ощущала липкий страх, будто забыла сделать что-то важное. Джейсон из Сиэтла нарисовал по памяти план своего сна. Длинный проход с черно-белой плиткой, у двери коричневая кожаная перчатка, и в углу мигает настольная лампа с теплым светом. По мере того, как новые участники присоединялись к обсуждению, стали появляться сообщения о том, что сны иногда совпадают до мельчайших деталей. Кейт однажды написала: «Я впервые увидела этот сон около 10 лет назад. Я открываю дверь с номером 18, а за ней пустая комната с большим окном и громким ветром с улицы. Следующим днем пользователь под ником Oldtimer прислал почти идентичное описание сна и даже приложил рисунок, который совпал с рисунком Кейт. Мариан, та самая девушка, с которой все началось, вспоминала, что никогда не рассказывала свой сон никому, потому что считала его обычным кошмаром, но все детали совпали с рассказами других. Даже настоящий запах воздуха во сне оказался одинаковым, металлический, с легкой примесью озона. В какой-то момент обсуждение вышло за пределы одной группы, потому что к совпадениям стали подключаться психологи и исследователи сновидений. Кто-то из новых участников предложил проверить, не пересекаются ли их сны в одни и те же ночи. После нескольких недель добровольцы начали вести личные дневники снов, и оказалось, что чаще всего один и тот же коридор снился всем в ночь с 27 на 28 число каждого месяца. Марта из Спокана заметила, что именно в эти дни у нее почти всегда болела левая лопатка, прямо там, где располагалась загадочная родинка. Пока все пытались объяснить, почему люди, абсолютно незнакомые друг с другом, видят один и тот же сон, сразу несколько участников параллельно описывали еще одну деталь. Каждый раз сон заканчивается раньше, чем они успевают открыть дверь. Иногда во сне кто-то окликает их голосом, который они почему-то узнают, хотя совсем не могут вспомнить, кому он принадлежит в реальной жизни. Сьюзен, которая всю жизнь пыталась замаскировать родинку, призналась, что в момент пробуждения от этого сна всегда чувствует, что кто-то стоит у ее кровати. В течение нескольких недель обсуждение повторяющегося сна превратилось в отдельный поток сообщений, а несколько человек попытались специально лечь спать в установленный день, чтобы попытаться изменить исход сна. Но все, кто пробовал это сделать, просыпались в одном и том же месте, на полпути через белый коридор, с ощущением тревоги и сильного желания вернуться назад. На фоне этих событий появилось еще одно неожиданное сходство между участниками. Выяснилось, что они испытывают одинаковый иррациональный страх перед конкретной датой в календаре. Этот общий страх быстро стал главной темой обсуждений, оставив позади даже загадку одинаковых снов. Обсуждение приобрело новый оборот, когда в чате появился пост от Эммы, в котором она написала: «Почему-то 28 августа всегда вызывает у меня ужас, хотя ничего плохого в этот день никогда не происходило. За день до этого я не могу уснуть, постоянно проверяю время и чувствую, что что-то должно случиться». Ответы посыпались почти сразу. Питер рассказал, что в течение нескольких лет 28 августа ему снился тот самый коридор, а утром он просыпался в холодном поту. Кейт добавила, что в этот день она всегда отменяет все встречи, отключает телефон и даже избегает выходить из дому без острой необходимости. У нее даже завелся ритуал, она ставила на подоконник чашку с солью, на всякий случай. Дальше больше.
Из разных штатов начали поступать похожие сообщения. У всех, у кого есть та же родинка и те же сны, почему-то 28 августа вызывало тревогу, панические атаки, бессонницу или просто ощущение опасности, висящей в воздухе. Кто-то вспоминал, что в этот день у него с детства часто случались небольшие травмы, порезал палец, потерял кошелек или упал с велосипеда. Но никто так и не мог вспомнить ни одного реально опасного или трагического события, которое объясняло бы этот страх. Софи, самая младшая участница, рассказала, что в прошлом году 28 августа впервые испугалась без причины. Утром она проснулась, заплакала, сказала маме, что боится большого белого коридора, хотя тогда никто еще не обсуждал эти сны в группе. Ее мама позже призналась, что в эти числа всегда становится раздражительной, не может сконцентрироваться на работе и постоянно ощущает неловкость без объяснения причин. Джейсон из Сиэтла отметил удивительную закономерность. Его календарь за прошлые 3 года показывал, что именно в этот день он болел простудой или пропускал работу по непонятным причинам. Он даже сохранил старые записи, где описывал странные чувства тревоги в конце августа. Сьюзен поделилась, что каждый раз 28 августа у нее начинались головные боли, а однажды она проснулась от того самого ощущения, будто кто-то стоит рядом, хотя дома никого не было. В чате появилось сообщение от анонимного участника, утверждавшего, что на работе в лаборатории он нашел еще одну владелицу той самой родинки, и они совершенно случайно выяснили, что оба раз в год записывают себе напоминание быть осторожным именно на конец августа. Оказалось, что среди новых присоединившихся этот странный страх встречался почти поголовно. Кто-то специально заводил будильник на ночь, чтобы не заснуть в опасный день, а некоторые предпочитали ночевать в гостях у друзей, лишь бы не быть одним дома. Вскоре к обсуждению подключились люди из Канады и даже Австралии. Несмотря на разницу во времени, большинство отмечали беспокойство именно в последние дни августа. В переписке все чаще встречалось слово «опасность», хотя никто не мог четко объяснить, чего именно опасаются. Одна женщина написала, что в этот день избегает смотреть на свою родинку в зеркале, потому что испытывает отвращение и страх. Некоторые делились опытом. Вечер 27 августа всегда заканчивался плохими снами и чувством, что кто-то наблюдает за ними из темного угла комнаты. Психологи, которых пригласили участники группы, попытались найти связь между страхом и детскими воспоминаниями, но никто не смог вспомнить ничего, что произошло бы в эти дни в прошлом. В группе появился даже специальный опрос «Чего вы боитесь 28 августа?». Популярные ответы: быть одному дома, увидеть во сне дверь с номером 18, услышать громкий стук или исчезновение света. Джеймс из Бостона однажды признался, что каждый август без причины закрывает все окна, а его мать в этот день случайно разбивала посуду несколько лет подряд. Такие детали быстро стали предметом новой волны обсуждений. Владельцы родинки пытались найти логичное объяснение страху, составляли графики своих ощущений, сравнивали заметки и даже старались засекать биение сердца в ночь на 28 августа. Чаще всего в этот день появлялась боль в том самом месте, где располагалась родинка, усиливались кошмары, приходила бессонница, а к вечеру почти у всех возникало сильное чувство тревоги. Когда совпадения стало слишком много, участники начали отправлять свои истории журналистам, а в группу добавились новые пользователи, которые только узнали о феномене через публикации в интернете. Каждый раз, когда кто-то описывал свой страх, тут же находились еще 10 человек с похожими переживаниями. В чате даже появился неофициальный клуб 28 августа. Здесь люди поддерживали друг друга, пытались вместе пережить этот день и фиксировали все необычные ощущения. Но все это лишь подогревало интерес к главной загадке: почему страх объединяет только тех, у кого на теле есть та самая отметина? Никто не находил похожих свидетельств среди друзей, родственников и коллег без родинки. Именно эта особо странная связь побудила нескольких участников дать согласие на глубокую генетическую проверку, чтобы узнать, скрыта ли разгадка внутри ДНК. Когда договорились на полноценное ДНК-исследование, никто из участников группы не ожидал, насколько все обернется странно. Волонтеров набрали довольно быстро. 13 человек в разных штатах отправили в сертифицированную лабораторию образцы своей слюны. Сам процесс прост. Каждый получил по почте специальный набор, следовал инструкции, запечатывал пробирку и возвращал в лабораторию курьером. Через 3 недели результаты начали поступать в электронные кабинеты. Все с замиранием сердца ждали, появится ли хоть малейшее совпадение. Может, у них есть хотя бы общий генетический предок, о котором никто не знал?
Результаты лаборатории из Колорадо изучали сразу несколько генетиков. Сотрудники проверяли каждую линию ДНК, маркеры, отвечающие за цвет кожи, структуру волос, даже расовые и географические характеристики. Первое удивление. Участники оказались настолько разными, что у некоторых не совпадал даже общий региональный тип. Среди волонтеров были представители почти всех основных этнических групп Соединенных Штатов, европейцы, выходцы из Латинской Америки, потомки азиатских и африканских семей. При этом ни одного повторяющегося уникального маркера, связанного с происхождением родинки, найти не удалось. Дальше больше. Генетики провели расширенный поиск по базе данных. Не только сравнили участников между собой, но еще и проверили совпадения с миллионами других людей по открытым архивам ДНК. Никаких следов родства, даже на уровне седьмого колена, не обнаружили. Ни у кого не оказалось общих далеких предков, ни совпадения по фамилиям в родословной. Специалисты несколько раз перепроверили фильтры, подозревая ошибку, но результат был однозначен. Эти люди не родственники. Однако кое-что в данных все же выделялось. При анализе определенных участков ДНК, отвечающих за образование пигментных клеток, лаборанты нашли необычную последовательность, которая встречалась лишь у 3 из 13 участников. Но и здесь ничего откровенно уникального не оказалось. Похожие фрагменты встречались у тысяч случайных людей без какой-либо особой родинки и без описанных совпадений в снах. То есть генетическое объяснение повторяющегося знака на коже выглядело крайне сомнительно. Один из специалистов, доктор Харрис, провел дополнительную проверку 4 участков ДНК, которые иногда связывают с врожденными метками, связанными с внутриутробным стрессом или воздействием окружающей среды. Но и здесь совпадения между всеми участниками не нашлось. Для контроля в лабораторию пригласили 2 добровольцев с похожей по размеру, но совершенно иной по форме родинкой. Их результаты абсолютно не пересеклись с образцами основной группы. После этого исследование вышло на новый уровень. Подключили независимую лабораторию из Техаса, чтобы исключить предвзятость и технические ошибки. Там повторили все тесты заново, от стандартного анализа ДНК до проверки редких мутаций, связанных с кожными особенностями. Но результаты снова не показали ничего общего между носителями той самой родинки. Вскоре участники группы получили официальные письма. Их родинки не связаны ни с одним из известных генетических синдромов, ни с наследственными особенностями. В отчете подробно расписали: вероятность случайного совпадения такой формы, размера и расположения у несвязанных между собой людей ничтожно мала, но научного объяснения этому все равно нет. Однако на этом странности не закончились. Неожиданно выяснилось, что у некоторых участников есть совпадающие микроскопические детали на коже вокруг родинки. Врачи-дерматологи провели дерматоскопию, сняли увеличенные фотографии и заметили: вокруг метки у большинства было едва различимое светлое аурообразное пятно, будто тонкая дымка, которую практически невозможно заметить невооруженным глазом. У 3 из испытуемых это пятно светилось под ультрафиолетовой лампой, хотя никаких химических веществ или особенностей кожи не обнаружили. Еще одним открытием стало то, что у 3 человек в детстве врачи ошибочно принимали эту метку за маленькое родимое пятно, но по мере взросления пятно не изменилось ни по цвету, ни по форме, ни по расположению. Все совпадения, отмеченные в медицинских картах, постепенно складывались в длинный перечень странностей, не объясняемых ни наследственностью, ни образом жизни, ни привычками. Когда генетики провели сравнение одной из особых мутаций, встречаемых у людей из азиатских и африканских стран, ни один участник с родинкой не оказался носителем редких вариаций. Тогда исследователи вновь вернулись к обмену личными историями, чтобы проверить, вдруг есть другие, еще не отмеченные совпадения. К этому моменту за ситуацией следили сразу 3 лаборатории и несколько независимых ученых. Несмотря на полностью разные ДНК, у обладателей знака продолжали обнаруживаться новые неожиданные схожести, не только в ощущениях, но и в деталях повседневной жизни. И как только казалось, что логического объяснения просто не существует, в переписке всплыли поразительные совпадения, никак не связанные с биологией или генетикой. Пока лаборатории продолжали искать генетические объяснения, участники группы все чаще сообщали об удивительных жизненных совпадениях, которые невозможно было списать на случайность. Первая странность всплыла после очередного опроса. Оказалось, что почти все с той самой родинкой терпеть не могли мощные электрические приборы, особенно старые микроволновки и телевизоры. 3 признались, что их раздражает легкий писк, который не слышат окружающие, когда вечером работает техника.
Один из участников, Энтони из Нью-Мексико, рассказал, что не может долго находиться рядом с работающим электрополотенцем, потому что начинает чесаться спина в месте, где расположена родинка. Через пару дней подобные ощущения описали еще 5. Именно в дни, когда в их снах появлялся белый коридор, техника в квартирах начинала странно себя вести. Лампы мигали, время на часах сбивалось, а мобильные телефоны иногда сами выключались. Потом обнаружилось еще одно поразительное совпадение. Удивительно, но почти все участники в детстве боялись высоты и воды. Марта из Спокана вспомнила, как не могла заставить себя зайти на 2-й этаж школьной лестницы, пока не увидела рядом учительницу. Она считала этот страх совершенно личным, но когда рассказала об этом в чате, сразу 7 человек поставили плюсы. То же самое не могла смотреть вниз с балкона, а на глубине у бассейна всегда начинала болеть спина. Софи, самой младшей, родители в младших классах даже покупали специальные защитные круги, чтобы она не боялась заходить в воду. Позже она вспомнила, что боль появлялась строго под родинкой, будто кто-то прикасался к коже изнутри. Некоторые странности замечались в мелочах повседневной жизни. Оказалось, что большая часть людей с родинкой предпочитает не носить украшения, особенно цепочки и браслеты. Питер однажды написал: «Мне неприятно даже несколько секунд держать на себе золото, особенно если оно касается левой стороны плеча». На это почти сразу откликнулись 4. У меня то же самое, цепочка как будто мешает дышать. Одна женщина из Кентукки призналась, что бросила занятие йогой после того, как на одном из занятий инструктор случайно дотронулся до ее левой лопатки. После этого целый день горело и ныло место родинки. Следующее совпадение было связано с музыкальными вкусами. Оказалось, что владельцы метки не переносят песни в определенном стиле. Длинные повторяющиеся мелодии, похожие на белый шум или низкочастотное гудение, вызывали у них не только раздражение, но даже головную боль. Крис из Далласа подробно описал, что все детство просил родителей выключать такие мелодии. Позже выяснилось, что среди 20 человек только 2 не замечали такой чувствительности. Еще одна участница, Рэйчел, даже записывала свои ощущения. В машине включили песню с монотонным битом, в тот же миг заболела спина, а потом всю ночь снилась та самая дверь с номером 18. На этом загадочные пересечения не закончились. Странным образом, многие обладатели родинки не только боялись определенного дня, но и работали или учились в зданиях, построенных в стиле модерн с длинными белыми коридорами. 5 отметили, что их школы и офисы имели именно такой план: белые стены, длинные светлые проходы и минимальное количество окон. При этом никто не выбирал эти места сознательно, обстоятельства складывались сами по себе. Когда участники начали делиться фотографиями своих домов и рабочих помещений, оказалось, что у 3 семей столы стояли ровно напротив длинного прохода, ведущего к выходу. В чате даже появился коллаж из снимков, на которых были видны почти одинаковые узкие белые коридоры. У всех присутствующих на левой стене находилась рамка с фотографией или картиной часто абстрактной тематики. Еще одна повторяющаяся деталь — сумасшедшая тяга к определенным видам еды. Например, сразу 8 человек признались, что не могут есть грейпфруты и цитрусовые, потому что у них появляется ощущение сухости во рту и першит в горле. Некоторые не ели молочные продукты, но не из-за аллергии, а потому что вкус вызывал у них ощущение, будто по коже бегают мурашки именно возле загадочной отметины. Наконец, неожиданно выяснилось, что почти у всех есть похожая история из детства. Им постоянно снился один предмет — старый ключ на веревке или лента из красной ткани, которую кто-то прятал в шкаф. 11 пользователей подтвердили, что в своих самых ранних воспоминаниях этот сюжет появлялся в снах, и именно после ночей с такими снами у них начинала болеть спина или появлялась неосознанная тоска. Стало очевидно, несмотря на разные семьи, национальности и привычки, этих людей объединяют странные повседневные детали. Непереносимость определенных звуков, запахов и вкусов, одинаковые архитектурные совпадения, похожие ощущения на физическом уровне и даже отдельные эпизоды из снов, которые они не могли знать друг о друге. Когда все это сложилось в единую картину, группа начала искать не только генетические, но и психологические объяснения. И вместе с этим возник главный вопрос. Может быть, разгадка кроется не в ДНК, а спрятана гораздо глубже, в самом подсознании или коллективной памяти, которую мы только учимся понимать.
Пока генетики окончательно разводили руками, а обсуждения в группе множились, в дело решили вмешаться специалисты по сновидениям и психологи, чтобы понять, возможно ли объяснить происходящее с точки зрения психологии и нейронауки. Психолог из Чикаго, доктор Льюис, предложил записывать не только сны, но и все ощущения, возникающие перед, во время и после опасного дня, а также любые мелкие детали — запахи, звуки, цвета, эмоции. В чате появился файл, куда каждый участник вносил свои наблюдения. К концу первого месяца оказалось, что после определенных снов почти у всех болела не только спина, но и голова, а еще участники старались избегать зеркал и окон в доме. Доктор Льюис настоятельно рекомендовал использовать технику осознанного сновидения. Сразу 5 участников согласились попробовать записывать все, что происходит во сне, а если получится, попытаться изменить привычный сценарий. Спустя неделю 2 из участников заявили, впервые во сне они услышали голос, который звал их не по имени, а по прозвищу из детства. У Джеймса из Бостона получилось дойти до самой двери и даже взяться за ручку, но как только он попытался открыть, проснулся от резкой боли в лопатке. В чате тут же началось обсуждение, и еще 4 отметили. Именно накануне опасного дня боли становятся сильнее, а сны ярче. Тем временем неврологи предложили провести тест на чувствительность кожи. Дерматологи использовали специальные аппликации, сверхчувствительные датчики и даже термокамеры, чтобы зафиксировать разницу между обычными участками кожи и областью вокруг родинки. Почти у всех участников с меткой отмечалась повышенная чувствительность. Даже легкое прикосновение или изменение температуры вызывало слабый зуд или покалывание, причем не только у взрослых, но и у детей. В отчете врачи прописали, чувствительность кожи в этом месте выше привычной в среднем в 1,5 раза. При этом никаких медицинских аномалий не найдено. Психологи, продолжая работу, попробовали применять тесты на ассоциативную память. Удивительно. Но когда участникам показывали фотографии белых коридоров или слышали от диктора загадочную фразу «дверь номер 18», почти у всех учащалось дыхание и усиливалось сердцебиение. Испытуемые, которые не знали друг друга лично, рисовали на листках бумаги похожие планы коридоров, а некоторые даже самостоятельно добавляли детали, совпадающие с чужими снами, например, настольная лампа в углу или темная кожаная перчатка. Вскоре на связь вышли специалисты по коллективному бессознательному из университета Беркли. Они провели серию интервью. Участников просили вспомнить самые ранние воспоминания, связанные со страхом, одиночеством, коридорами и повторяющимися снами. В расшифровках заметили, больше половины невольно указывали на похожие сюжеты. Кто-то, будучи ребенком, однажды на пляже потерял родителей и запомнил этот страх навсегда, кто-то в детстве боялся темноты в длинных школьных коридорах, а у 2 участников бабушки часто рассказывали страшилки именно про комнату за закрытой дверью. Психотерапевты решили проверить, помогают ли групповые разговоры снизить тревожность перед опасным днем. Для этого за неделю до 28 августа устроили онлайн-встречу. Участники рассказывали свои истории, слушали других, обсуждали мелкие детали. В ночь страшного дня несколько человек впервые не увидели во сне коридора, а одна из женщин отметила, боль в лопатке ушла сразу после сессии совместной медитации. Позже оказалось, что у 5 из 20 почувствовавших облегчение полностью исчезли ночные кошмары, впервые за много лет. Психологи продолжили эксперименты, пытаясь разорвать сценарий сна и научить участников управлять страхом. Использовали техники визуализации, представлять, что за дверью ничего нет или что коридор освещают теплые солнечные лучи. 2 участников смогли переписать финал сна. За дверью находился большой зал с родственниками или друзьями, и все эмоции страха в этот момент исчезали. Наутро у обоих не было привычной тревоги и боли в спине. Со временем участники заметили, что чем больше они делятся своими историями, тем слабее становится ощущение страха и меньше проявляется физический дискомфорт. Психологи предположили, что эти совпадения могут быть примером коллективного внушения, когда похожие впечатления и эмоции внутри одной группы усиливают друг в друге тревожные ожидания. Тем не менее, ни один из экспериментов не мог объяснить, почему совпадают не только страхи и сны, но и маленькие бытовые детали или редкие ощущения. На финальной встрече, когда обсуждение длилось всю ночь перед очередным опасным днем, участники пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что часть из них впервые за много лет встретила этот день спокойно, без кошмаров, без боли и без тревоги.
Врачи зафиксировали нормальные биоритмы и отсутствие привычных вспышек чувствительности в области родинки. Многие признались, что после того, как рассказали свои истории, почувствовали не только облегчение, но и странное ощущение сплоченности, будто стали частью невидимой семьи. Несмотря на то, что наука не нашла конкретного объяснения феномену одинаковых родинок, повторяющихся снов и общего страха перед одним днем, участники чувствовали себя иначе. Кто-то больше не боялся взглянуть на свою отметину, кто-то начал воспринимать ее как личный символ. Теперь они наблюдали за собой с интересом, продолжали делиться новыми историями и надеялись, что с каждым годом тревога будет уходить, а загадка станет скорее необычным фактом жизни, чем причиной для страха.